Привет всем любителям военной техники, на связи Фаноуман. В прошлом видео мы разобрали аномалию War Thunder. Мы поняли, почему игра до сих пор живет, несмотря на техдолг, экономику, построенную на фрустрации и так далее. Но правда в том, что улитка держит нас не только отсутствием альтернатив и конкурентов, она держит обещаниями. Трейлеры активно продают нам густую атмосферу, тактику и реализм с аутентичной военной техникой. Но в боях мы зачастую получаем пресный тир в загоне и гринд. Сегодня мы не будем искать убийцу тундры, его банально нет. Мы будем искать лекарства. Это седативы. Подборка проектов, которые возвращают танку его вес, а танкисту те ощущения, которые War Thunder в силу своих особенностей дать не способен. В частности, это чувство аутентичности событий и своей боевой машины. По крайней мере, именно за этим в свое время, в далеком 2014 году, пришел в эту игру я. Возглавляет подборку Gunner Hit PC. Это одиночный танковый экшен, который не уступает тундре в детализации, но разительно отличается подходом. Главный козырь здесь — это честно проработанная СУО, система управления огнем. Здесь каждая эпоха играется по-разному. На условном Т-55 вы как дед целитесь на глаз, полагаясь на собственный опыт. Садитесь на М60, Леопард 1 или Т-64А, и геймплей меняется. Чтобы совершить точный выстрел, вам необходимо будет собрать пазл оптического дальномера, совмещая изображение. А на Т-72 с лазером алгоритм уже другой. Замер, поправка, выстрел. И только на топовых машинах типа Абрамса или Т-80 автоматика все делает за вас. Это прогрессия, которую ты чувствуешь руками, а не просто цифрами в карточке. Благодаря такой механике каждое поколение танков ощущается самобытно и интересно. Более того, точность замера дистанции зависит напрямую от игрока, а не от прокачки экипажа. Почему в War Thunder не введен полноценная механика дальномера, мне не ясно. Неужели улитка считает свою аудиторию такими кретинами, которые не разберутся с банальными механиками? Отдельно про карту. В отличие от большинства локаций в детище улитки, рельеф в Gunner Hit PC работает и выглядит реалистично. Это не плоские степи Польши или Восточной Европы, искусственно выглаженные под стоящих на респе типов. Здесь есть холмы, низины, складки местности, овраги, где реально можно спрятать танк или хотя бы корпус. Теперь о звуке. Здесь он в общем неплохой, но отдельно отмечу озвучку экипажа. Вы слышите не NPC-болванчиков, которые просто информируют о ситуации, а живых людей, на эмоциональное состояние которых оказывает влияние ситуация в бою. Так экипаж спокоен и уверен в своих силах, когда инициатива на вашей стороне. Но стоит попасть под обстрел, как интонации танкистов становятся более эмоциональными. Вот, например. А когда снаряд пробивает броню, танк не вспыхивает, как зажигалка, в мгновение ока. Он честно выгорает, искрит и детонирует минут 15. По итогу мы получаем вдумчивый инди-экшен о том, как стальные монстры убивают друг друга. Но стоит также отметить минусы. Игра весьма сырая, и контента в ней не сказать чтобы много. А оптимизация оставляет желать лучшего. На очереди у нас Sprocket. Это очередной инди-экшен про военную технику, а конкретно про ее создание. В тундре вы жертва балансировщика, здесь же вы главный конструктор. Это песочница с дамаг-моделью, похожей на тундровскую, но с абсолютной свободой. Вам не нужно ждать, пока разработчик соизволит апнуть ваш танк. Вы сами настраиваете углы наклона брони, ее толщину, компоновку экипажа, передаточные числа трансмиссии и обороты двигателя. Игра заставляет разобраться в механике. Почему танк не едет? Почему башню клинит? Здесь вас ограничивает только фантазия и законы игровой физики. Это идеальный тренажер для понимания того, почему танки строятся именно так, а не иначе. А теперь спустимся с небес на землю. Это старый добрый тактический шутер с упором на хардкорность и атмосферу. Red Orchestra 2. Я выбрал ее, а не современные игры вроде Squad или Hell Let Loose только по одной причине. Именно здесь аутентично показана психология нахождения в консервной банке под названием танк. Здесь вы играете не за юнит. Вы — это человек в тесной, темной, лязгающей коробке, который от первого лица дергает рычаги, крутит маховики и наводит орудия через узкую щель триплекса, проклиная ограниченный обзор и радуясь вместе с экипажем удачному выстрелу по врагу.
Самый же жуткий момент – это попадание по вам. Когда убивают наводчика, вы видите, как он падает, модули ломаются, и вам нужно физически перелезть на его место, чтобы продолжить бой и спасти машину. Red Orchestra 2 не идет на компромиссы. Она дарит невероятный уровень погружения и хардкора, который не дает поблажек. Игра заставляет прочувствовать ту самую тесноту и аутентичность нахождения в боевой машине, которые в тундре стерты удобной камерой от третьего лица. Кроме того, Red Orchestra 2 это все еще добротный шутер своего времени. Пусть он и не очень красиво состарился, но способен приятно удивить. Если предыдущие проекты фокусировались на отдельной машине, то серия Man of War и ее современные итерации Gates of Hell или Call to Arms дает контекст. War Thunder часто ощущается стерильно. Танки ездят сами по себе, пехоты нет, мир мертв. Здесь же техника — это часть огромного живого организма войны. Это, пожалуй, одна из удачных реализаций концепции тундры с пехотой, которая работает правильно. Да, формально это стратегия. Но стоит включить прямое управление, как жанр меняется. Вы берете под контроль любой юнит, от тяжелого танка до трофейной самоходки, и управляете им с клавиатуры, целясь мышкой. Но главное отличие этого проекта – это отношение к машине как к физическому объекту. Танк здесь не имеет полоски здоровья. У него есть траки, которые рвутся, двигатель, который горит, и экипаж, который смертен. Сбили гусеницу? Экипаж должен вылезти под пули и чинить ее вручную. Кончились снаряды, вызывай грузовик снабжения. Танк подбили, но не сожгли, его можно подчинить и вернуть в строй, даже если минуту назад он был вражеским. Это создает бесконечное количество уникальных ситуаций, невозможных в других играх. И закрывает подборку World in Conflict. Это РТС старой школы. Да, тут есть хитпоинты, это не симулятор, но она здесь ради атмосферы. Это именно та картина боя, которую ты подсознательно ждешь, качая топы в тундре или смотришь на очередной трейлер. Взаимодействие наземной техники и авиации, масштабная стратегия, пейзажи, все пропитано духом войны. И в отличие от душных варгеймов, Week остается простой, драйвовой и очень кинематографичной. Она дает чувство причастности к глобальному конфликту, а не к сессионной стычке за точку D. А теперь честно. В первую очередь я добавил эту игру ради одного. Ради ядерки. Это мой личный пинок гайджинам. Так сказать, очередной камень в огород улиткам. Давайте просто посмотрим и сравним это пока без комментариев. Форхельведе, нас атаковали! Боевая единица уничтожена. Ok ragazzi, mettiamo su il bollitore. По мне, так это лучший пример того, что Dagger Engine может рисовать сколько угодно полигонов, но улитки катастрофически проигрывают в постановке проектам, которые делались с душой, а не по квартальному отчету. Вне этого списка как бонус хочу упомянуть проект, который сейчас активно обсуждается в узких кругах. Это Spearhead 2, продолжение легендарного симулятора. Если все предыдущие игры это способ отдохнуть от тундры в уже существующих мирах, то Spearhead это потенциальный ответ на вопрос, а что дальше? Проработанные интерьеры, честная симуляция и акцент на ощущениях внутри машины. Возможно, именно такие проекты со временем смогут пошатнуть монополию улитки, предлагая качество вместо количества. Но пока это лишь ожидание, и какой игра будет на самом деле, не совсем ясно. Так что ждем его с легким воодушевлением, но и со скептицизмом. Подводя итоги ролика, хочу сказать, что эти игры не замена War Thunder, он все еще монополист. Но эти проекты работают как зеркала, в них отчетливо видно, что именно потеряла тундра в погоне за гриндом, и что иногда полезно выйти из цикла фрустрации и вспомнить, за что мы полюбили танки.
За работу приборов, как в JHPC, за инженерный азарт из Sprocket, за страх из Red Orchestra 2 или за эпичность World in Conflict. Попробуйте эти игры, возможно, после них вы посмотрите на свою любимую аномалию уже трезвым взглядом. А что лечит ваше танковое выгорание? Пишите в комментариях названия игр, мы обсудим их. Увидимся. До встречи в War Thunder.